Приветствую, друзья! В предыдущем видео про борьбу с фанатиками-сектантами я упомянул, что сейчас занимаюсь спасением беженцев и войной с торгоидами. Мне хотелось бы поделиться своим малым опытом в этом. Как вы знаете, в конце 3308 года человеческая цивилизация подверглась беспрецедентной массированной аннексионной атаке торгоидов. В пузыре образовались так называемые вихри вторжения инопланетян. Конфликтные зоны можно найти на сайте Инара и в галактической карте в игре. Лично у меня появилось желание участвовать в этом конфликте, в числе прочего, ради получения ачивок на сайте Инара. Мне очень не хватает медалей ксеноохотника и самаритянина, а для этого мне нужно было перевести 5000 беженцев и настрелять 1000 инопланетян. Ну и также неплохо быть в топе по очкам в одной из систем вторжения. Я небольшой умелец по уничтожению инопланетян, у меня есть корабль Chieftain, он же вождь, собранный для уничтожения в одиночку перехватчиков, циклопов, василисков и, если очень заморочиться, даже медузы. Но моя цель для ачивки настрелять как можно больше инопланетян, поэтому я модифицировал этот корабль из того, что и есть у меня, с целью уничтожения слабых скаутов. Также на нем можно уничтожать и циклопов, но не более того. Вы можете посмотреть мою сборку Chieftain, перейдя по первой ссылке под видео. Вторая ссылка под видео позволит вам ознакомиться со стандартными сборками от антиксена инициативы. Итак, прыгаем в систему. Будьте готовы к гиперперехвату во время прыжка в зону вторжения. В этом перехвате нет ничего страшного, просто игнорируем перехватчика, бустим от него в сторону системы и производим снова гиперпрыжок. В самой системе вас могут начать перехватывать скауты. Можно дать им бой. Отстреливаем скаутов и готовимся к появлению циклопа. И еще скаутов. А вот и циклоп. Используем нейтрализатор торгоидского поля, чтобы волной не было отключено питание корабля. Отстреливаем сердца циклопа, охлаждая корабль модифицированным лазером и хитсинками. Ну и, наконец, уничтожаем этого монстра. Но лучше, конечно, расстреливать торгоидов в зонах конфликта и на станциях Кориолис. Ну и главное, это экстремальные перевозки. Также можно и нужно спасать на станциях выживших беженцев. Для этого я модифицировал свой универсальный катер для добычи и перевозок. Это очень хрупкая модель, и я не советую вам его использовать, если вы играете, как и я, только в Open. Но я люблю адреналин и хорошо знаю ганкеров, поэтому использовал эту бесщитовую сборку. Фокус в том, что на нем можно перевозить 196 беженцев за один заход. И я использую для этого свой флотоносец, так намного удобнее. Можно отправить флотоносец и заниматься своими делами и выполнять эвакуацию, когда вам угодно. Итак, мы прыгнули в систему уже возле станции, откуда надо эвакуировать людей. Обязательно обращаем внимание на bandwidth по нажатию клавиш Ctrl-B в нижнем левом углу. Если он выше 200-300 продолжительное время, значит в системе кто-то есть. Посматриваем, кто есть вокруг и кто есть онлайн в верхнем левом меню по нажатию клавиши 2. Аккуратно на тихом ходе с использованием хитсинков пристыковываемся к станции. Чтобы не терять время, задаем прыжок для флотоносца.
После этого у нас есть 12 минут, чтобы успеть пристыковаться к нашему флотоносцу. Забираем беженцев и быстро возвращаемся. После прыжка флотоносца в систему, куда мы эвакуируем людей, соблюдаем те же самые меры предосторожности, что и ранее. Смотрим за онлайном, бэндвидth и пристыковываемся на тихом ходе с использованием хитсинков. Снова задаем курс флотоносцу в систему вторжения торгоидов, завершаем миссии по эвакуации. И как вы можете убедиться, бонус неплохой. Около 30 миллионов кредитов. С учетом потери на трите около 4-5 миллионов, мы имеем чистыми около 25 миллионов кредитов. Итак, за все время я совершил около 30 перевозок беженцев и ни разу не подвел этих людей. Но я опять же не рекомендую вам летать в Опене без щита. И, друзья, советую вам тоже участвовать в защите человечества. Война с торгоидами затронет каждого. С вами был командир Битник. До встречи, ребята!